Еще задолго до того, как Траун начал свою карьеру во флоте Галактической Империи, он столкнулся с генералом Республики Энакином Скайуокером. В последний год войн клонов их пути переплелись, когда они оба оказались на далекой планете внешнего кольца Бату. У каждого из них была своя миссия, и чтобы достичь успеха, им пришлось действовать сообща. За это время Траун и Энакин прониклись уважением друг к другу. Молодой Скайуокер был первым джедаем, которого встретил Траун. До этого он лишь по слухам и рассказам знал о рыцарях Ордена и их магических способностях. Он был настолько поражен боевыми навыками и храбростью джедая, что решил помочь ему даже после того, как уже выполнил свою миссию для народа чиссов. Энакин также высоко оценил Трауна за его тактическое мышление и почти неестественное умение анализировать ситуацию. Его так впечатлили таланты Чиса, что после возвращения на Корусант он в деталях рассказал Палпатину о своем знакомстве с Трауном. И даже похвалил его. Пришел день, когда сам Траун сообщил императору, что он лично знал генерала Скайуокера, рассчитывая таким образом завоевать доверие Палпатина. Однако был огорчен, узнав, что Энакин погиб во время войн клонов. И лишь спустя годы службы в Империи у него появится шанс узнать правду. Императорский дворец, Корусант. Поздравляю, Гранд-Адмирал. Отличный день для вас, отличный день для моей Империи. Хотя некоторые так совсем не считают. Я приложу все усилия, чтобы развеять их беспокойство. Но сначала мне нужно развеять свои собственные опасения. Вы можете это сделать прямо сейчас. Говорите, не стесняйтесь, Гранд-Адмирал. Расскажите мне о Звезде Смерти. Когда и как вы узнали об этом проекте? Название я узнал из незашифрованных посланий, а размеры и мощность вычислил по количеству затрачиваемых ресурсов. И теперь я бы хотел узнать у вас, зачем она нужна. Ваши мысли передо мной как на ладони, Митравну Руодо. У меня нет замыслов против чиссов, и я не осуждаю вас за защиту своего народа. Если позволите, я бы хотел отметить, что отвлечение столь большого количества ресурсов не идет на пользу имперскому флоту. А такие масштабные проекты могут охватить за раз только одну систему. Вскоре нам не понадобится распылять имперское присутствие по всей галактике. Как только Звезда Смерти будет готова, само ее существование подавит любое сопротивление. Ну так что? Хорошо. Лорд Вейдер, присоединяйтесь к нам. Гранд-Адмирал Траун, кажется, вы не знакомы с Дартом Вейдером. Приветствую, Лорд Вейдер. Я много о вас слышал. Рад, что мы наконец-то встретились. Да, это взаимно. Траун давно поклялся служить императору, однако его верность пока еще никто не успел испытать в полной мере. Вейдер стоял возле трона Палпатина в роли ученика Ситха, но его прошлую жизнь среди джедаев нельзя было отбросить просто так. И вскоре императору представилась возможность разобраться с обеими проблемами разом. Он почувствовал необычное возмущение в силе, исходящее с планеты Бату, в связи с чем решил послать туда своего чистого Гранд-Адмирала и Ситха-ученика, понимая, что для достижения цели им придется действовать сообща, как одна команда. По иронии судьбы, это была та самая планета, на которой Траун и молодой Скайуокер впервые встретились еще во времена войн клонов. Гранд-Адмирал догадывался, что Энакин и Вейдер – один и тот же человек. Пытаясь выяснить правду, он постоянно проверял реакцию и, в некотором смысле, троллил Темного Лорда, намекая на то, что знает о связи между ним и генералом Скайуокером, с которым познакомился много лет назад. Как мы все знаем, Вейдер считал Энакина отдельным от себя человеком, кем-то, кто умер в тот момент, когда он стал настоящим ситхом.
Любые воспоминания о его прошлом приносили ему огромную эмоциональную боль. И это было настолько мучительно для него, что он буквально убивал всех, кто раскрывал его истинную прошлую сущность. Поэтому весь этот троллинг и попытки Трауна подловить Вейдера, чтобы убедиться в своих догадках, вполне могли закончиться для него удушением силой. Особенно по мере того, как слова Гранд-Адмирала становились для Темного Лорда все более раздражительными. Каждый раз, когда Траун в очередной раз вспоминал об Энакине, Вейдер говорил, что тот мертв. И сейчас это не имеет никакого значения. На что Чиз всегда отвечал: «Я об этом информирован». Либо же «Я слышал об этом», ни разу полностью не признав правдивость этого утверждения. Когда это произошло впервые, Вейдер не был до конца уверен, издевается ли над ним Траун, или же это была его обычная манера общения. Поэтому, как только Гранд-Адмирал снова начал говорить об Энакине, он тут же проверял его эмоции с помощью силы, но каждый раз обнаруживал, что в такие моменты разум Чиса был полностью нейтрален. Подобные разговоры, разумеется, не способствовали укреплению их отношений. И ничего, кроме злости и раздражения у Темного Лорда, не вызывали. Кроме того, Гранд-Адмирал не спешил делиться с ним всей имеющейся у него информацией относительно их общей миссии, что заставляло Вейдера сомневаться в его верности Императору. Когда Темный Лорд задал Чису прямой вопрос, знает ли он, что могло послужить источником возмущения в силе, тот ответил: «У меня есть одна догадка, но я бы предпочел не озвучивать ее, чтобы не воздействовать на ваши собственные осуждения». А я бы предпочел выслушать эту догадку. «Я не хочу вмешиваться в ваши размышления». Много лет назад Император спросил вас, куда бы вы устремились, если бы выбор встал между Чиссами и Империей. Вы помните? «Помню. Я ответил, что если я буду на службе Империи, то буду верен ему». И? Мое слово и есть гарантия. Если бы его слуга Энакин Скайуокер был рядом, то он бы подтвердил нерушимость подобной клятвы. Энакин Скайуокер мертв. Мне так и сказали. Тем не менее, Император мне доверяет. Их миссия уже подходила к концу, когда произошло событие, которое можно назвать самым утонченным троллингом Трауна в отношении Дарта Вейдера за все время их совместной работы. Так называемое возмущение, которое почувствовал Палпатин, исходило от небольшой группы чувствительных к силе детей Чиссов, которые были похищены жестокой воинственной расой Грисков. Таких одаренных детей Чисы использовали как средство навигации в неизведанных регионах, поскольку те с помощью силы могли прокладывать безопасные маршруты через гиперпространство. Во время поисков похищенных детей Траун предложил Вейдеру аналогичным способом использовать силу, чтобы точнее определить местонахождение и проследовать к базе Грисков, которая находилась в глубоком космосе неизведанных регионов. Другими словами, Темному Лорду предстояло без использования навигационного оборудования, полагаясь лишь на силу, провести звездный разрушитель сквозь гиперпространство к нужному им пункту назначения. Остановившись на мостике, Вейдер осмотрел панель управления. Выслушал пояснение Трауна, объяснявшего, что именно от него требуется, и подумал, а не сошел ли Гранд-Адмирал с ума? Другого пути нет. Гриски имеют серьезную фору, но для того, чтобы попасть обратно на базу, им приходится полагаться на чистских детей. Мы должны прибыть раньше них, и наши навигаторы этого не обеспечат. И вы считаете, что обеспечу я? Дети не столь могучи в силе, как вы. Вы наделены тем же даром предвидения, но сильнее и выносливее их. Вы наверняка сумеете намного превзойти скорость врага. На мостике стало очень тихо. Рулевой старался не смотреть на Вейдера и Адмирала. Остальной экипаж, судя по его виду, желал бы оказаться где-нибудь подальше. Вейдер погрузился в силу. Он никогда не проделывал ничего подобного. Сама идея вести корабль без навигационного компьютера или дроида-астромеха
Доселе даже не приходило ему в голову. Траун просил его предпринять такую попытку, рискнув Химерой и всеми находящимися на борту ресурсами Империи. На мостике по-прежнему царило молчание. Уж не думают ли они, что он отвергнет просьбу их адмирала и откажется? Уж не думают ли они, что он не станет этого делать? Или что ему это не по силам? Вейдер расправил плечи под броней. Хорошо. Плащ развевался за его спиной, когда он прошел обратно к ступенькам, ведущим в вахтенную яму. Темный владыка подошел к панели управления и опустился в кресло. «Приготовиться к переходу на сверхсветовую! Проверка всех бортовых систем!» В этот момент в ауре Трауна что-то на короткий миг изменилось. Обернувшись, Вейдер увидел на его лице легкую улыбку. Вы находите это забавным, адмирал? Нет, нисколько, повелитель Вейдер. Я просто кое-что вспомнил. Я говорил вам, что чиссы зовут этот талант третьим зрением. Но до сих пор не упоминал, какой титул получают навигаторы, когда занимают свои посты. И какой же? На общегалактический оно переводится как «идущий по небу». Можете представить мое недоумение, когда я впервые познакомился с генералом Энакином Скайуокером, чья фамилия означает то же самое. Вейдер кивнул. Он все больше склонялся к мысли, что Траун затеял свою игру и работает скорее в интересах своего народа, а не Империи. А еще ему уже давно надоели эти бесконечные упоминания о джедае Энакине Скайуокере. Темный лорд понимал, что затягивать эту ситуацию дальше для него было неприемлемо, поэтому сразу после завершения их задания он вызвал Трауна на откровенный разговор, решив разом закрыть оба вопроса. В процессе диалога Гранд-Адмирал высказал Вейдеру свои опасения насчет того, что в будущем Гриски станут серьезной проблемой для Империи, и единственный выход – это реагировать на угрозу сейчас, пока не началось их полномасштабное вторжение. Темный лорд отнесся к такому заявлению весьма скептически, сказав, что Траун таким образом пытается защитить доминацию чиссов за счет ресурсов Империи. Он уже мысленно представлял, как скрутит шею Гранд-Адмиралу за это предательство. Однако Чисс сумел найти правильные аргументы, чтобы убедить Вейдера в своей преданности Императору, и, в конечном итоге, взаимопонимание между ними было достигнуто. «Я поклялся служить Императору, владыка Вейдер, как некогда пообещал помогать Энакину Скайуокеру. Однажды мне и в самом деле нужно будет возвратиться к своему народу, но не раньше, чем будет покончено с угрозами Империи». Долгое время оба стояли молча. Вейдер подумал о своей тайне, о преданности Трауна, о том, что этот полководец все еще нужен Императору. Возможно, и всей Империи. Энакин Скайуокер мертв. Я знаю. Вейдер медленно кивнул. Не я слышал об этом. Не я об этом информирован. Просто я знаю. Мы больше никогда не будем о нем говорить. Вы больше никогда не будете о нем говорить. Понимаю, повелитель. Но я всегда буду чтить его память. Именно в тот момент Траун понял, что Вейдер уже не тот Энакин, кем он когда-то был. Не в буквальном смысле, а в ментальном. И что рыцарь-джедай, с которым он подружился много лет назад, уже не вернется. После этого Гранд-Адмирал больше никогда не упоминал об Энакине и не предпринимал никаких попыток вернуть джедая из психологической тюрьмы Вейдера. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.